Ее исчезновение стало загадкой для миллионов. А что? На пике славы, когда имя Мирьем Узерли звучало в каждом доме, когда каждый ее жест на экране разбирался на цитаты, она просто ушла. Верно. Без интервью. Без прощания. Без объяснений. Та, кто воплотила на экране самую влиятельную женщину Османской империи, исчезла, оставив после себя только слухи, догадки и пустое место в сериале, который стал культурным феноменом. Что случилось на съемочной площадке? Почему она сбежала из Турции в самый разгар своей карьеры? Кто стоял за ее выгоранием? Какие письма она не отправила и какие слезы прятала под гримом? И главное, что она выбрала, славу или свободу? В этом выпуске вы узнаете все, что скрывалось за кадром. От внезапного краха до нового начала. От громкой роли к настоящей жизни. Самое важное только начинается, и вы точно не захотите прерываться. Она исчезла так же внезапно, как и появилась, без объяснений, без интервью, без прощаний. Просто исчезла. А еще вчера ее лицо знали миллионы – в Турции, в арабских странах, в России, на Балканах. Она стала символом целой эпохи. Роль, которую она сыграла, врезалась в память навсегда. Рыжеволосая Хюррем из «Великолепного века» – образ, ставший культурным кодом, частью телевизионной истории. Но за кадром все было иначе. Настоящую Мирьем Узерли почти никто не знал. С каждым днем ее улыбка в кадре становилась шире, а за кулисами – тише. Она продолжала работать, участвовать в съемках, давать эмоции, держать планку, становиться все более узнаваемой. Но внутри все постепенно рушилось. И в тот момент, когда казалось, что она на вершине, Мирьем просто исчезла. Именно с этой тайной и начинается наша история. Что скрывалось за блеском славы? Почему актриса, которую обожали, покинула проект, сделавший ее легендой? И почему до сих пор одни называют ее героиней, а другие – женщиной, которая сломала систему? Сегодня мы расскажем не только о том, как создавался образ Хюррем, но и о том, какую цену заплатила женщина, сыгравшая его так правдиво. Потому что иногда за блестящими нарядами и коронами скрывается не королева, а человек, который просто хочет быть собой. И Мирьем Узерли как раз одна из них. Задолго до того, как миллионы зрителей узнали ее как Хюррем Султан, Мирьем Сара Узерли была просто девочкой, родившейся в немецком городе Кассель, в семье, где Восток и Запад переплетались на уровне ДНК. Ее отец – турок, мать – немка. Это уникальное смешение культур не только определило ее внешность, но и сформировало внутренний мир, сочетание дисциплины и свободы, сдержанности и страсти, внутренней стойкости и уязвимости. Мирьем росла в атмосфере искусства. Ее мать была связана с театром, и сцена вошла в жизнь девочки раньше, чем многие понимают, что такое искусство. Она не мечтала быть звездой, просто с детства чувствовала, что ей нужно рассказывать истории. Не с помощью слов, а через взгляд, движение, голос. Учеба в Гамбурге в престижной актерской школе имени Лии Страсберга только укрепила это чувство. Она говорила на нескольких языках, легко адаптировалась в любой среде и всегда стремилась к чему-то большему, чем просто роли. Но путь к признанию оказался не таким простым, как это обычно бывает в вдохновляющих биографиях. В Германии она оставалась на вторых ролях, пробовалась в короткометражке, подрабатывала официанткой. Иногда казалось, что все напрасно, что сцена никогда не станет ее домом. Но в судьбе всегда есть один переломный момент, и он настал неожиданно. Мирьем даже не знала, что ее анкета актрисы из европейской базы данных скоро окажется в руках турецкого кастинг-директора. И именно с этого, по сути, началась история, которая позже потрясет весь восточный телемир. Когда создатели «Великолепного века» начали искать актрису на роль Хюррем Султан, они столкнулись с непростой задачей. Им была нужна женщина не просто красивая или харизматичная, а та, в которой будет огонь. Хюррем по сценарию должна была быть страстной, умной, опасной, ранимой и властной одновременно. Кастинги шли месяцами. В Турции не могли найти ту самую,
слишком мягкие, слишком предсказуемые, слишком удобные. И именно в этот момент кто-то из команды обратил внимание на анкету молодой актрисы из Германии. Мирьем не была звездой, не имела громких проектов за спиной и даже не говорила по-турецки свободно. Но режиссеры решились, пусть прилетит на пробы. Когда Мирьем появилась в студии в Стамбуле, она выглядела скорее как европейская студентка, чем будущая Хюррем. Ее турецкий был с акцентом, ее поведение сдержанным, а взгляды немного потерянными. Но стоило ей встать в кадр, и все вокруг изменилось. В ней было то, чего не хватало другим: внутренний конфликт, сила, которую невозможно сыграть. Продюсеры не сомневались, перед ними не актриса, а уже готовая героиня. И она получила роль, которая перевернет ее судьбу. Девушка из Германии, которую не замечали на локальных кастингах, вдруг становится лицом самого масштабного проекта турецкого телевидения. Только тогда ни она, ни команда сериала не знали, насколько дорогой окажется эта победа. Съемки «Великолепного века» начались в 2010 году. Проект был амбициозным: дорогие декорации, костюмы, историческая точность, огромная команда. Но именно Мирьем Узерли стала тем самым элементом, который сделал сериал незабываемым. Ее героиня, наложница Александра, превращающаяся в Хюррем Султан, покорила зрителей с первой же серии. Она не просто читала текст, она проживала каждую эмоцию. Взгляд, полный гнева и страсти, дрожь в голосе, когда речь шла о любви или предательстве, жесты, полной решимости и уязвимости. Ее игра выходила за пределы сценария. Это была не только актерская работа, это была исповедь женщины, которая борется за место в мире, где все против нее. Турция заговорила о ней. Потом весь Ближний Восток. Затем Европа, Балканы, Россия. Образ Хюррем стал вирусным задолго до появления этого слова в соцсетях. Ее фото были на обложках журналов, фразы героини разбирались на цитаты. В каждой стране у нее появились поклонники. Мирьем стала символом сильной женщины, способной противостоять целому султанату и в кадре, и вне его. Но чем выше поднимаешься, тем холоднее воздух. За кадром жизнь актрисы стремительно менялась. Вместе с популярностью росло давление со стороны индустрии, прессы, коллег, поклонников. И если на экране Хюррем побеждала, то в реальности Мирьем постепенно теряла силы. Пока зрители восторгались каждым новым эпизодом, а рейтинги «Великолепного века» били рекорды, за кулисами происходило совсем другое. Рабочий день на съемочной площадке длился до 16 часов. Без перерывов, без отдыха, под постоянным контролем. Мирьем, которая все еще продолжала учить турецкий параллельно с тяжелой драматической ролью, буквально жила в кадре. А вне съемок жила в изоляции. Она была вдали от семьи, от привычной среды, от языка, на котором могла свободно говорить. С каждым днем ей становилось все труднее сохранять ту улыбку, которая казалась зрителям такой искренней. Внутри росло чувство опустошенности. Постоянный макияж, внимание камер, встречи, интервью, ожидание продюсеров, давление фанатов – все это слилось в нескончаемый круг. И выход из него казался невозможным. В кадре она продолжала гореть, а за кадром – выгорать. Коллеги замечали, Мирьем становится все более отстраненной. Улыбка все реже, взгляд уставший, голос тише. Но она держалась. Потому что знала, какой огромный груз лежит на ней. Она – лицо сериала. Она – героиня, без которой не существует целая сюжетная линия. И вот тогда, когда начался 4-й сезон, случилось то, чего никто не ожидал. Мирьем не просто устала. Она исчезла. Без предупреждений. Без объяснений. Она уехала из Турции и больше не появилась на съемках. Ни продюсеры, ни актеры, ни фанаты не понимали, что происходит. Сценарии срочно переписывались. СМИ молчали. Но за этим молчанием стояла история, о которой Мирьем не говорила, пока не пришло время сказать правду.
Весной 2013 года имя Мирьем Узерли исчезло из заголовков так же быстро, как ранее в них появилось. Ее уход из «Великолепного века» стал шоком для всей индустрии. Миллионы зрителей ждали продолжения, сценаристы лихорадочно искали выход, а вместо объяснений была лишь тишина. За этой тишиной скрывалась реальность, с которой редко сталкиваются публично. Позже Мирьем призналась, она оказалась на грани. Постоянные съемки, давление, чужая страна, одиночество, невозможность дышать вне кадра. Все это вылилось в тяжелое эмоциональное истощение. У нее началась депрессия, которая не отпускала даже ночью. Она чувствовала себя истощенной, потерянной, сломанной. Добавился еще один поворот. Мирьем на тот момент была беременна. Ее отношения с отцом ребенка, турецким бизнесменом, дали трещину. Вместо поддержки – непонимание. Вместо надежного плеча – еще большее чувство одиночества. На пике славы, в самой громкой роли своей жизни, она вдруг осталась абсолютно одна. И тогда она сделала то, что казалось невозможным. Она выбрала себя. Она выбрала ребенка. Она выбрала не миллионы зрителей, не контракты, не статус. Она выбрала тишину. Мирьем улетела в Германию, чтобы не быть актрисой, не быть Хюррем, а просто быть женщиной, которая учится снова жить. Это решение стоило ей всего – миллионов в рекламе, разрушенных договоров, недовольства продюсеров. Но именно в этом решении, как позже скажет она сама, впервые началась ее настоящая жизнь. Вдали от вспышек камер, за пределами съемочных павильонов, Мирьем впервые почувствовала, что может дышать. Без текста, без грима, без десятков людей вокруг, контролирующих каждое ее движение. Она жила в Германии, в окружении близких, и готовилась к самому важному моменту – рождению дочери. Это было не громкое возвращение, а тихое отступление. Не поражение, а осознанный выбор. В ее жизни наступила пауза, которой не было последние несколько лет. Вместо красных дорожек – прогулки по улицам родного Касселя. Вместо премий и фотосессий – детская кроватка и утренние лучи солнца на подоконнике. Маленькая Лара родилась в атмосфере покоя. В этот период Мирьем не появлялась в новостях, не давала интервью и почти не вела соцсети. Все, что было важно, это она и ее дочь. Без фильтров, без чужих ожиданий. Позже, в одном из интервью, она призналась, именно это время стало самым настоящим в ее жизни. Ни сцена, ни аплодисменты, ни миллионы глаз перед экранами, а момент, когда ты смотришь в глаза своему ребенку и понимаешь, что все остальное не главное. Ее голос стал тише, но глубже. Ее взгляд спокойнее. Она больше не хотела быть только Хюррем. Она хотела быть собой. После долгого молчания Мирьем начала возвращаться в мир, который когда-то ее сломал, но уже совсем другой. Это было не стремительное возвращение на первые роли, а осторожные шаги навстречу себе. Она выбирала проекты не по громкости названия, а по внутреннему отклику. Больше никакой гонки за рейтингами, никакой зависимости от чужих ожиданий. На экранах она появлялась все реже, зато каждый ее выход был осознанным. В фильмах и сериалах, где она все-таки снималась, можно было заметить, игра стала сдержаннее, но глубже. В ее ролях больше не было истерики ради эффекта. Появилась тишина, наполненная смыслом. Пауза между словами говорила больше, чем целая сцена. Параллельно с профессиональным выбором шло и внутреннее преображение. Мирьем поменялась внешне, стала легче, спортивнее, обновила стиль. Она начала заниматься йогой, медитировать, читать, больше бывать на природе. На фотографиях, которые она редко публиковала, исчезло напряжение. Появилось спокойствие, которое невозможно сыграть. В этот же период она начала делиться личным опытом, участвовать в проектах, посвященных эмоциональному выгоранию и психологическому здоровью. Она больше не стыдилась говорить «я сломалась». Но я смогла встать и идти дальше. Это делало ее ближе, человечнее и сильнее.
турецкие фанаты встретили ее как человека, который вернулся домой. Без фанфар, но с настоящим уважением. Перед ними больше не была недосягаемая Хюррем, теперь перед ними стояла Мирьем. Живая, взрослая, настоящая. Прошло несколько лет, и в жизни Мирьем Узерли снова наступил поворотный момент. В 2021 году она стала мамой во второй раз, на свет появилась еще одна девочка. Этот этап не стал сенсацией в таблоидах. Мирьем сама контролировала, что и когда становится достоянием общественности. Но этот факт вновь подчеркнул ее главный приоритет – семья. Теперь она была не только актрисой с мировым именем, но и матерью двух дочерей, женщиной, которая прошла путь от изнеможения до внутренней гармонии. Она больше не стремилась доказать что-то публике. Ее новая цель – быть опорой для своих детей и примером для женщин, которым когда-то также было страшно остановиться. Параллельно она все больше участвовала в культурных и социальных инициативах. Ее приглашали на кинофестивали, выставки, форумы, но не как актрису в роскошном платье, а как женщину с голосом. Она говорила о важности ментального здоровья, делилась своим личным опытом, выступала за право женщины быть не идеальной, а настоящей. Мирьем открыто поддерживала инициативы, связанные с женской самооценкой, материнством и эмоциональной устойчивостью. Она не превращала это в кампанию ради имиджа, это стало ее внутренним делом. Теперь она вдохновляла других не ролями, а примером собственной жизни. На экраны она возвращалась выборочно. Фильмы «Мошенники», «Материнская рана», сериал «Песочные часы» — это были не гламурные проекты, а истории с содержанием. В них она уже не играла девушек, которые ищут одобрения. Она играла женщин, которые находят себя. Сегодня, в 2024 и 2025 годах, Мирьем Узерли живет иначе. Спокойно, осознанно, без лишнего шума. Она делит свое время между Турцией, Германией и Дубаем, не потому что так требует график, а потому что так хочет сама. В ее жизни больше нет места гонки за популярностью. Только выбор – жить для себя и ради тех, кто действительно важен. На публике она появляется редко, и именно поэтому каждый ее выход становится событием. Она больше не снимается в каждом втором проекте. Зато, когда соглашается, это говорит о том, что история действительно стоит внимания. Ее экранные образы теперь зрелые, сдержанные, наполненные опытом и внутренней глубиной. Мирьем также занимается личными проектами в сфере моды, ухода за собой, психологической поддержки. Она развивает собственный бренд, участвует в благотворительных инициативах и продолжает поддерживать женщин, прошедших через эмоциональное выгорание, как когда-то прошла сама. На фотографиях не прежняя актриса, а женщина, в глазах которой уверенность, принятие и тишина. Та самая тишина, за которой она однажды ушла с пика славы. Та, за которую заплатила своей карьерой, но вернула себе настоящую жизнь. Сегодня она не просто Мирьем Узерли, сыгравшая Хюррем. Она – женщина, которая пережила роль, преодолела ожидания и стала собой. И именно поэтому, даже если она исчезла с экранов, в сердцах миллионов она осталась навсегда. С каждым годом Мирьем все больше использует свою узнаваемость не ради ролей, а ради смысла. Она превратилась в голос тех, кто долго молчал, женщин, переживших выгорание, одиночество, давление. На форумах, конференциях и в интервью она откровенно говорит о том, о чем раньше было не принято говорить, о психоэмоциональном истощении, об отказе от токсичной славы, о праве женщины ставить себя на первое место. Ее история стала не просто личной, а общественно важной. Она делится опытом в интервью не ради заголовков, а ради того, чтобы кто-то другой в нужный момент услышал: «Ты имеешь право остановиться. Ты имеешь право жить иначе». Она рассказывает о материнстве, о балансе, о внутренней работе, которую никто не увидит на экране. Это уже не игра. Это ее настоящая жизнь. И именно поэтому то, что говорит Мирьем Узерли, сегодня ценится больше, чем любое актерское признание. Мирьем давно ушла с экранов в привычном для зрителя смысле. Она не в каждом сезоне, не в каждом сериале, не на всех премьерах.
Но это не значит, что ее забыли. Наоборот, ее запомнили такой, какая она есть на самом деле. Сегодня она – пример зрелой, цельной женщины, которая осознанно выбрала спокойствие вместо шума, глубину вместо популярности, себя вместо навязанных ролей. Она не ушла из профессии. Она переросла ее. Актрисы приходят и уходят, но настоящие истории остаются. История Мирьем Узерли – одна из тех, что хочется пересматривать не ради драмы, а ради вдохновения. Потому что она не просто сыграла легендарную Хюррем. Она сама стала женщиной, чья жизнь – не менее сильный сценарий, чем любой сериал. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Поддержите его лайком и комментарием, напишите, какой момент в судьбе Мирьем тронул вас сильнее всего. Подписывайтесь на канал, мы готовим еще больше правдивых историй о тех, кто заслуживает не только экранного времени, но и настоящего человеческого внимания.